Сейчас я быстро напомню, что было в предыдущей серии. Я каталась на особенном местном транспорте. В общем, ты едешь в такси, и он по дороге может брать еще людей. Представляете? Алло. Чуть не вышла замуж, но потом вспомнила, что уже замужем. Ой, корона давит, так собака. Хорошо, конечно, свадьба хорошее дело, но такое. А также разбиралась, как работает популярный в Касабланке метод лечения всех болезней. Так, все дезинфицируем и начинаем. Добро пожаловать в Касабланку. Это жизнь других. Давайте напомню вам, что за город Касабланка. Это не столица, но на самом деле экономический и культурный центр страны. Живет в городе более 3 миллионов человек. Тут творят модные модельеры и дизайнеры. Развивается промышленность, а на берегу океана гудит крупнейший порт в Марокко. Но если бы я родилась в Касабланке, то после университета пошла бы на завод и, наверное, до самой пенсии делала самые вкусные соусы для всей страны, как Ахмед Шалаби и Фузия Улаль. Хотя нет, возможно, я бы как местный полюбила серфинг и пришла заниматься к Бахредину Эль-Асили. Ну и, конечно, будь я жителем Касабланки, то мне пришлось бы, как Адилу и его жене, терпеть своих детей под одной крышей хоть до 40 лет. Ой, простите, любить. А еще бы мне пришлось поменять свои привычки и каждый день начинать... Нет, не с кофе. Есть кое-что, что объединяет всех жителей Касабланки, и это любовь к чаю. Ну, хорошо, если не всех, то почти всех. Я пью чай постоянно, раза 3 в день, это минимум. Марокканский чай пью, как же без него. Но 1 чайник в день, так как я спортсмен. Очень люблю марокканский чай. Даже ношу бутылку с собой в рюкзаке. Чай пью как минимум 3 раза в день, потому что если не выпить, то можно считать, что день не задался. Вот такое шоу делают с чаем. Говорят, они это делают для того, чтобы насытить чай воздухом. Мерси. Приятного чаепития. Но самое интересное, что подача очень красивая. И вот они сказали, что вот у них какой-то чай особенный. Если особенный, конечно, я попробую. Хотя я, понимаете, не большой любитель чая, но раз говорят, надо чин-чин, как говорится. Но выглядит шикарно, мне кажется. Чай как чай. Не кофе. В общем, секрет этого чая прост. Много сахара и мяты. Местные так часто его пьют, что мастер-класс по завариванию могут с закрытыми глазами провести. Наливаем воду и в чайник бросаем 6 кусков сахара. Можно и больше. Ставим на огонь, нагреваем. Вода начинает кипеть, кладем мяту, но не кипятим, иначе вкуса не останется. Теперь несколько раз переливаем в чашку и обратно, чтобы перемешать сахар и чтобы вкус из мяты вышел. Ложкой мы не мешаем. Я пока все просто отвернулись, пили свой чай, я заказала себе напиток, который тут не настолько популярный, но для меня очень прекрасный. Что я уже поняла, сахар в Марокко так сильно любят, что даже в мясные блюда добавляют. Столько сладкого, неужели местные женщины не переживают за фигуру? Женщины у нас с формами, и мы таких любим, уютных, мягких. Я люблю подтянутых, подкачанных женщин. Женщина даже дома обязательно красится для мужа, потому что мы должны быть красивыми, даже если никуда не идем.
Если вам вдруг показалось, что здесь Марокко патриархат, то спросите у местных. Они в один голос вам скажут «нет». Ну, почти нет. У каждого своя роль. В семьях матриархат, а на работе патриархат. Женщины много чем руководят. И те семьи, в которых главные женщины, самые успешные и счастливые. У нас в семье все на равных, никто не главный. У нас главный в семье папа. В Марокко у мужчин и женщин равные права, но, по моему мнению, страна остается патриархальной, потому что ислам достаточно патриархальная религия. И, как пример, по закону развестись стало проще. Раньше женщины не могли запросить развод, а сейчас по любой причине. Но если женщина идет одна, без согласия мужа, то она не будет получать выплаты по разводу от мужчины, а если мужчина хочет развестись, то он должен заплатить женщине отступные. Но говорят уже гораздо больше женщин, которые становятся успешными и руководят целыми компаниями, а не только воспитывают детей. Да, и, кстати, детей уже рожают меньше. Сейчас в Марокко не принято иметь более 2-3 детей, хотя раньше могли и 10 заводить, но жить стало дороже. Роддом здесь находится не отдельно, а прямо в больнице. И сервис больницы я решила проверить, как говорится, на себе. Как это все? Прокатиться на каталке. Знаешь, как говорится, я всегда готова к экспериментам, если не сидя. Идем. Я приехала в частный роддом, чтобы сразу во всей красе оценить местный сервис. Сейчас мы посмотрим, как рожают здесь. Видите, меня уже катят. Прокачусь как королевна. Ой, тут так тихо и прохладно. Тоже уже очень хорошо. И очень даже так прилично, хочу сказать. Такой современный прямо роддом. Если беременность протекает нормально, женщина приходит в роддом в тот же день, когда начались схватки. Если что-то не так, то врач настаивает лечь в госпитале дня на 3 раньше предполагаемой даты родов. Во время родов может присутствовать только один человек. Обычно выбирают мужа, но можно взять и маму. Тенденция брать с собой кого-то на роды в Касабланке относительно новая, потому не каждое учреждение это позволяет. Вот эта палата, которая стоит 300 дирхам в сутки. То есть ты тут рожаешь, отдыхаешь. Есть палата подороже, за 400, но она там человек лежит. А мне вот здесь вот разрешили, сказали, можете полежать, посидеть, что хотите делайте. Тут так свежо, красиво, и такие красивые очень цвета. Как говорится, можно рожать и рожать. Без страховки естественные роды стоят 3200 дирхамов. С анестезией выйдет дороже. Кесарево сечение около 8500 дирхамов. Но со страховкой все гораздо дешевле. Самое интересное, что празднование именно новорожденного происходит прямо здесь. Тут приглашаются декораторы, украшают эту вообще комнату. Могут прийти до 10 человек, и в основном закуски. Сладкое, соленое у них тут что. И тут они вот празднуют, отмечают. Но что самое интересное, никакого алкоголя. Ну, я для гостей имею. Там, бокал шампанского, не-не-не. По правилам государства, у женщины есть только 3 месяца декретного отпуска после родов. Но в Марокко мы заботимся о женщинах и не даем им так быстро выходить на работу. В целом государство ничего не выплачивает при рождении ребенка. Выплаты идут только от работы. Но вернуться на работу женщины все равно спешат. Но не потому, что с детьми сидеть не хотят. Касабланка – город небоскребов, банков и больших денег. И ощущение такое, что безработицы тут не должно быть. Но на самом деле все наоборот. Тут безработица даже выше, чем в среднем по стране. В чем дело, спрашиваете вы? Я не знаю. Весомый уровень безработицы уже последние лет 5, и он продолжает расти. Сейчас больше всего вакансий в сфере диджитала. Но из-за того, что все популярнее работа онлайн, то специалистов берут из-за границы, а не местных.
Да и зарплата, говорят, тут не сахар. Минимальная зарплата в Марокко – это около 3000 дирхамов, например, у разнорабочих. Но я знаю людей, которые зарабатывают и более 100 000. Вот и приходится лавировать между желанием уволиться и работать дальше. Но лавировать тут умеют уже с детства, так что касабланцам это несложно. Вот куда бы вы отдали своего ребенка на спорт? Футбол, баскетбол, правильно? А в Касабланке отдают его на серфинг. Потому что, занимается он футболом. Потерял мяч, надо новый покупать. А тут волну потерял, просто стой и жди новую. Красота? В Касабланке серфинг популярен, потому что рядом океан, и многие выбирают спорт, связанный с этим океаном. Занятия в школе серфинга начинаются для детей с 4 лет. Сначала теоретический курс, а потом уже практика прямо в океане. Мне не страшно, когда высокая волна. Больше страшно, что вдруг акула приплывет и съест нас. Серфинг для меня это хобби. Хожу раз в 2 недели. Занятия серфингом для детей стоят 100 дирхамов с одного. Взрослым дороже – 200 дирхамов. Костюм и доску выдают на занятиях. Если доску купить, меньше 3000 дирхамов хорошая стоить не будет. И при этом зарплаты у таких тренеров не очень большие. В среднем 4000 дирхамов. Чтобы стать профессионалом, нужно очень много тренироваться, почти каждый день. Это забирает много времени и денег. Но в Касабланке нет соревнований для серферов, и, к сожалению, невозможно заработать много денег, будучи тренером. Поэтому сейчас я пытаюсь найти вторую работу, но серфинг я никогда не брошу, я его бесконечно люблю. Ой, вы знаете, судя по ценам, легче покупать по мячу каждую неделю, чем занятия серфинга оплачивать. Поэтому я пока свою футбольную форму выбрасывать не буду. Шучу. Нет у меня никакой формы, никогда не было. Вы уже испугались, да? Думали, Жанка с ума сошла, спортом занялась. Но знаете, почему еще серфингисты так любят Касабланку? Потому что тут ветрено. И волны потому не заканчиваются. А как дружат с местной погодой те, кому совсем нет дела до серфинга. Климат в Касабланке прекрасный. Не очень много дождей, обычно сухо, так что можно много гулять вне зависимости от сезона. Летом может быть достаточно жарко и влажно, но мы привыкли и любим местную погоду. В прошлой программе я была в семье касабланских богачей, но рассмотреть огромный дом толком не удалось. И как раз меня снова пригласили в гости к семье своих новых знакомых Адила и его жены. Они воспитывают 3 сыновей и работают вместе в семейной компании уже 25 лет. Так что попытка номер 2 – узнать, как живут местные в Касабланке. Я сейчас нахожусь в Касабланке, где-то на окраине центра, так скажем. И иду в гости, чтобы показать вам и узнать самой, как живет среднестатистическая семья Касабланки. Обожаю ходить в гости. Поэтому, когда приглашают, всегда очень рада. Идем. Вот такой подъезд. Боже, какие шикарные почтовые ящики. Дом очень приличный. Тут, скорее всего, должна сидеть тетя и говорит, кому, куда, зачем, почему. Но тут никого нет. Но камеры есть. Бонжур. Добро пожаловать. Боже мой, самого младшенького отправили на встречу, да, с гостями. Бонжур. Проходи, чувствуй себя как дома. В квартире моих новых знакомых мне удалось осмотреться, и на удивление мне, наконец, все показали. Так, я попросила гида, чтобы он показал мне квартиру. Вам же интересно, мне тоже. А что я вам сама покажу? Так, ну, давай, поехали. Пойдем покажу тебе кухню. То есть тут у вас мама хозяйничает, да, на кухне? Да, тут всем мама заправляет, а я мастерски жарю яичницу. Да. А какое твое любимое блюдо? Обожаю кускус, это очень вкусно. Кускус я тоже обожаю, особенно когда я попробовала его в Марокко. У вас он просто очень.
Живет семья в трехкомнатной квартире. Все просто. Спальня родителей, спальня сыновей и просторная гостиная. Стоимость такого дома примерно 1 200 000 дирхамов. Дальше. Это ваша ванна. Тут зубные щетки за дверью на полке стоят. А почему 3 зубные щетки? У вас тут 5 человек живет. Родительские щетки VIP, они отдельно стоят. Я тоже мужу скажу, что моя VIP будет отдельно. Молодец, правильно. А это наша с братьями комната. И тут 3 наши кровати. Это твоя кровать, да? Да, моя. А как вы угадали? Потому что у тебя тут игрушки, а там лекарства. Люди повзрослее, постарше уже должны принимать лекарства. Скажи мне честно, у вас так чисто в комнате, у вас тут 3 мальчика живет и так заправлены кровати. Это мама заправила? Кровати мы сами заправляем, нас научили, а мама протирает пол и окна. Это спальня родителей, здесь они отдыхают. А, это тоже VIP комната родителей. Да, можно так сказать. Ты можешь к ним приходить, если тебя там твои братья, не знаю, поссоритесь с ними, ты можешь прийти к родителям? Да, в случае чего я и спать с ними могу. Вы сколько лет уже женаты? 20 лет уже женаты. 20 лет женаты? Ну, ощущение, что вам 25 лет. Так выглядите шикарно. Спасибо за комплимент. Я хорошо выбрал жену. Ну, я так понимаю, что главный в семье, конечно, папа, правильно? Всем кажется, что в семье главный папа, но на самом деле мама. На ней наше воспитание, она помогает с учебой и не только. К ней можно прийти с разными вопросами. В общем, мы все делим обязанности. Но 50% на маме, и мы ее за это очень любим и благодарим. Но остальные 50% задач делают мужчины. А кто у вас занимается уборкой дома? Некоторые вещи раньше делали исключительно женщины, но сейчас мы стараемся брать на себя максимум, особенно если какие-то тяжелые задачи по дому, чтобы все были на равных. А еще оказалось, что в семье в Марокко принято: его деньги – это общие, а деньги жены – только ее. Ну, разве не прекрасно? Мужчина обеспечивает семью, а деньги женщины на ее прихоти. В марокканской семье женщинам не обязательно работать, но если женщина вдруг хочет, то, конечно, она может выйти на работу. А кем нужно быть, чтобы хорошо зарабатывать в Марокко? Вы думаете, наверное, экономистом, юристом, а может даже журналистом? А вот и нет. Фармацевты и стоматологи – вот кто действительно в почете в Касабланке. Ну и в туризме еще хорошие зарплаты тоже. Я приехала в самый крупный университет Касабланки. И сразу, мне самое интересное, театрально-музыкальный кружок. Потому что творчество тут витает в воздухе, даже там, где изучают менеджмент. Университет состоит из 18 факультетов. Он самый большой в Касабланке. Самая популярная – это кафедра английского, она на первом месте. Потом психология и социология. Я хочу показать вам наш студенческий воркшоп. Он называется «Пушкинский». Его основал наш профессор университета в 1993 году. И тут постоянно проходят какие-то мероприятия и творческие занятия. Чтобы поступить, нужно пройти тестирование и иметь хорошие оценки в школьном дипломе. Тут его называют бакалавриат. На наш факультет иностранных языков не очень сложно поступить, но есть исключения. Кафедра английского проводит тестирование, чтобы выбрать лучших студентов. Знаете, что интересно? Что если университет государственный, то обучение в нем бесплатно. А вот со стипендиями есть нюансы. Буду честным, к большому сожалению, государство ничего не платит мне и большинству студентов. Потому что нужно, очень хорошо учиться, еще в школе, иметь диплом с отличием, чтобы тебе какие-то деньги платили.
Мы играли Моцарта и Сальери по Пушкину, Зойкину квартиру по Булгакову. У нас тут и музыка, и театр. Есть преподаватель музыки, который ведет занятия сольфеджио и хор. Мы поем арабские и марокканские песни. Мы даже выступали на разных фестивалях и получили награды и призы. Ребята вообще молодцы. Комиссия хвалила, что они так хорошо играют. Они будущие артисты, у них большие перспективы. Говорят, студенты здесь очень прилежные. Я никогда не списываю и не обманываю никого на экзаменах, потому что по религии нельзя обманывать. А что касается других, я не знаю. Но вообще списать у нас сложно, и учимся мы очень старательно. Большинство студентов не ходят по клубам и вечеринкам, а проводят время за учебой и обязательно спортом. А теперь самое главное для меня. Мне интересно, где же студенты знакомятся. И если они сейчас мне скажут, что в библиотеке, я больше на это не поведусь. Вечеринок же у них нет, по их словам. Поэтому сейчас все узнаем. Студенты знакомятся в университете, но вообще-то надо сконцентрироваться, собственно, на учебе. В основном все опирается в финансовый вопрос. В целом надо сначала найти работу, чтобы не остаться бедняком. Но если родители богатые, то можно еще в университете создавать семью. Родители очень строгие с девочками. И нет, выйти в ночной клуб и познакомиться там с парнем – это невозможно. Это вообще вне каких-то обсуждений. Даже чтобы днем выйти, отпрашиваемся у папы, и он может не отпустить. Кстати, мне сказали, что в Касабланке молодежь не спешит с женитьбой. Ну и вы помните из прошлой программы «Цены на свадьбу», так что я их понимаю. Ты женат, расскажи мне или нет? Или ты просто сидишь возле меня и слушаешь? Это разговор дурного с больным. Ну, само собой, короче. Девочки, мне вот интересно, я у вас спрашиваю, как вы выбираете себе мужа обычно? Утром проснулись и думаете, где он? Ну и смотрите, чтобы он там был красивый, умный, да, там, я не знаю, обеспеченный какой-то, хорошо воспитанный, да? Здесь все то же самое, но тут самое главное, чтобы он понравился твоему папе. Да? А ты все сидишь? Что думаешь по этому поводу? Ничего? Я тоже. 3 раза замужем была уже. Чем мне уже думать? Молодые люди сами выбирают себе мужей и жен, но родители, конечно, также дают свое согласие. У нас еще есть сестра на выданье. Если она выберет кого-то не нашего круга, это будет сложная ситуация. Нам всем придется столкнуться с непростыми решениями. Но, думаю, семья мешать не будет, если уж она выбрала его. Ну а пока не женится, как вы думаете, где дети живут? Правильно, с родителями. В марокканской семье дети всегда остаются детьми, и родители будут помогать им до свадьбы и даже после. И покупать все, даже квартиры по возможности. Например, вот я недавно купила машину, но это папочка подкинул мне немного денег. Никаких определенных ограничений нет. Женщина может жить с родителями сколько угодно, пока не выйдет замуж. Но я сначала подумала, что это касается девочек. Но не тут-то было. В Марокко семьи очень дружные, дети обычно съезжают, если они едут куда-то учиться или выходят замуж. Но иногда даже если женятся, то очень часто дети остаются с родителями, потому что здесь есть поддержка и защита. А сколько вам лет? Нашим старшим сыновьям 18 и 16, и они будут жить с нами сколько понадобится. Мой брат жил с нами до 35, пока не женился. И ничего, мы же семья. У моих знакомых дети до сих пор на их попечении, хотя детьми их и не назовешь, уже совсем взрослые мужчины. То есть это у вас 3 сына уже такие взрослые, да? И вы все вместе живете, вы не ругаетесь между собой? Мы стараемся их хорошо воспитывать. В наших традициях, но с учетом современного общества. Поэтому они все очень воспитанные и ведут себя хорошо. Есть какие-то вот правила у тебя, которые вот ты категорически не можешь что-то дома делать? Слава Господу и родителям, нас хорошо воспитывают. Конечно, есть вещи, которые нам нельзя делать для нашего же блага. В телефоне допоздна сидеть нельзя. А кто строже, мама или папа? Зависит от ситуации. Иногда папа, иногда мама. Но вообще я их очень люблю.
Простите, я встану за салфетками. Конечно, мама аж прослезилась. Понимаешь, что ты делаешь? Вот как только ребенок говорит, что он любит своих родителей, все, мамы все сразу падают. Это вообще... Все хорошо в этой Касабланке, но вот сколько хожу, сколько общаюсь с местными, так до конца ее и не поняла. Хочу сказать, что вот местный менталитет людей, они очень открытые, правильно? Да, правильно. Они очень открытые, очень гостеприимные, очень радушные, но секретов не выдают, правильно? Правильно, да. Да, то есть с ними можно идти в разведку, все равно ничего не скажешь, правильно? Конечно. Вот такие они. В Касабланке надо прям шевелиться, потому что это большой город, и тут спешат. Хотя марокканцы сами по себе любят быть расслабленными. Касабланка интернациональная, сюда приехало много экспатов. Потому сложно сказать про менталитет жителей города, но сами марокканцы народ размеренный, очень открытый и дружелюбный. У нас очень гостеприимные люди, и мы не любим говорить о проблемах, особенно выносить это на люди. Все должно оставаться в семье. Марокко – это место, которое действительно вдохновляло часто художников, творческих людей. Как сегодня живут современные художники здесь, я сейчас и узнаю. Вот современное искусство. Я пришла в гости к художнику, который рисует кружочками. Интересно, что это за искусство такое современное? В Касабланке таких художников, как я, больше не знаю. Это редкость. Раньше художник продавал много картин, а сейчас рисует больше для души. Но главное, все, что имеет, он заработал на картинах. Одна картина может стоить около 10 тысяч дирхамов. Это достаточно дорого для местных художников. Художникам в Касабланке заработать очень-очень сложно. И начинающим нужно бегать и искать галереи, связи. Часто не получается, поэтому они вынуждены искать новую работу. А я смог стать известным, очень известным, и даже купить 2 дома с выручки от своих картин. Вот такое оно современное искусство. А еще говорят, что творчеством больших денег не заработаешь, и надо выбирать серьезные профессии. Как я уже говорила, тут высокий уровень безработицы. Так что тут люди до 30 лет за свое место на заводе держатся. Не верите? Сейчас все расскажу. Пока вы покупаете кетчуп в супермаркете, я пошла дальше, на завод соусов. И если вы на таком никогда не были, а я думаю, вы не были, то, как говорили классики, не переключайтесь. Сейчас все покажу. Идем. Мы производим 3 типа продукции. Это различные соусы, консервированные огурцы и самый старый уксус в Марокко. Он выпускается в такой же упаковке, которая была в 1920 году. Этой продукции уже более 100 лет. У нас очень любят добавлять в еду соусы и специи. Так гораздо вкуснее. И наши местные производители одни из лучших. У меня дети обожают кетчуп. Всегда есть в холодильнике. И, конечно, это наш местный. Он и вкуснее, да и цены приятнее. То, что люди любят соусы, это понятно. Но что же тут за условия работы такие, что люди готовы всю жизнь работать? Вот, например, здесь распределяют и подготавливают все необходимые ингредиенты. А вот в этих специальных машинах их нагревают и смешивают друг с другом. В этом секторе у нас проводится распределение продукции и ее упаковка. От кетчупов до разных соусов. Как и в больших объемах, так и в маленьких. В основном сейчас вся продукция остается на марокканском рынке, хотя в 80-х годах шла в Европу. Кстати, тут работа не прекращается ни днем, ни ночью. Люди работают в 3 смены. И первая выходит в 6:30 утра. Интересно, сверхурочно им платят, а?
Рабочий день 8 часов, и стараемся это не нарушать. Но если вдруг работники задерживаются на заводе, то сверхурочные, конечно, оплачиваются. У нас и зарплаты хорошие. Работники без опыта получают базовую марокканскую зарплату, а вот те, кто уже с опытом, могут зарабатывать около 13-15 тысяч дирхамов. А у менеджеров зарплаты еще выше. Я работаю на заводе более 30 лет. Мне очень нравится здесь, и люди хорошие. Для меня созданы прекрасные условия работы, и я бы никуда отсюда не ушла. Очень многие сотрудники пришли сюда давно и работают даже по 30 лет. Они пришли без опыта, и мы тут их всему научили. Мы берем новичков и также обучаем. Никаких проблем с этим нет. Но если всю жизнь на одном заводе работают, то куда тогда молодежь идет? Вопрос открытый. Ладно, что-то я проголодалась на этом заводе, а тут только соусы. Перекус в разных странах – это своего рода удовольствие для меня. Где-то круассан, где-то трамидзини, а здесь улитки. Мне сказали, что вот сюда идешь, и тут перекусываешь улиточками. О, посмотри, прямо в тазу их делают. Алло. Все касабланцы едят улиток. Очень много людей приходит есть их. Примерно 60 порций улиток съедают в день на одной только точке. А в Касабланке таких точек очень много, поверьте мне. Да, можно мне одну? Окей, мерси. Я очень прошу, а как их есть? Берешь зубочистку, Так. Берешь зубочистку, так, и что дальше? вытаскиваешь улитку из ракушки и ешь. А, вытаскивать? Ну, так она выглядит не очень. Я могу ее есть? Ну, давай. Может, ты попробуешь? Тихо. Не, оператор, давай, ты первый. Давай, бери, ешь, говорю тебе. Вы не видели. Так, ладно, оператор съел. Ну и как, нормально? Ты жив? Ну, давай я теперь. Вот накалываем так. Ой, горячая еще собака. Ну, давай, ням-ням. Сюда бросаем. Ой, как вкусно! Вот такая порция улиток стоит 10 дирхам. Девочки! Остаюсь. В смысле ты хочешь? Оператор говорит, дай мне. Нет, все, мне уже вкусно. Это потрясающе. То есть недорого, вкусненько. Но знаешь, что хочу сказать, что главное не смотреть. На вид мне это не очень интересно. Хоть и выглядит этот стритфуд специфически, мягко говоря, но говорят, что их так много едят, что на завтра не остается ничего. Все, улитки закончились. Говорят, даже школьники после уроков любят перекусить улитками. Я приехала в школу. Говорят, тут программа есть и французская, и британская, и местная. Интересно, как бедные дети не сходят с ума. А самое главное, как не сходят с ума их бедные родители. Сейчас все узнаю. Для меня это очень важно. Школы и детские сады в Касабланке часто находятся в одном здании, но на разных этажах. Удобно. Привел ребенка, дальше пусть сам разбирается, на какой ему этаж. В садик или в школу. Пойдем покажу нашу школу. Это наш класс французского, и я сижу вот здесь, за этой партой. Уроки начинаются в 8, но школа открыта с 7:30 и продолжаются до 16:30. Если продленка, дополнительные творческие или спортивные занятия после уроков. Баскетбол, шахматы, танцы, театр. Но это и за дополнительную плату, естественно. В школы в Марокко дети обязательно должны идти в 4 года, в нулевой класс. В 6 лет они идут в начальную школу и учатся тут до 12. И дальше средняя школа. Часть учеников, которые выпускаются из начальной школы, продолжает учиться по французской программе образования. А другая часть выбирает двуязычную марокканскую систему с французским и арабским. А это мой класс арабского. Учитель сидит здесь. В
В школе учатся до 17 лет, но многие продолжают обучение в вузах. Тенденция, что дети работают с ранних лет и пропускают школу в Марокко, постепенно сходит на нет. Учиться несложно. Если домашние задания простые, то обычно на них трачу полчаса. А если сложнее, то час-полтора. В школе у детей физкультура 1 час в неделю. Как по мне, великолепно, больше и не нужно. Я была бы счастлива. А если ваш ребенок, вдруг любит физкультуру, он может заниматься ею хоть каждый день на переменах в школе. Пожалуйста, ему никто не запрещает. На перемене нам разрешают собираться в спортзале. И мы можем играть тут в разные активные игры. Волейбол, баскетбол. Потому тут у нас немного шумно. Но нас никто не останавливает и не ругает за это. А здесь у нас висят наши ланчбоксы. Когда мы приходим в школу, вешаем сюда свои обеды, и во время перемены мы их забираем. Спускаемся вниз, и там для нас греют еду. Есть несколько вариантов, как ученики обедают. Первая опция – родители дают детям обед с собой или приносят еду за несколько минут до обеденного перерыва. Он у нас в 12 часов дня. Второй вариант – ученики записываются в столовую и ежемесячно ее оплачивают. Но готовят в школе. Еду привозит лицензированный поставщик. Здесь готовится еда для учеников. Еще нас заставляют мыть руки перед едой. Такие правила. Хлеб, если не съели, складываем отдельно. На обед у нас сегодня на основное поели с морепродуктами, на закуску салат из свежих помидоров и огурцов, на десерт йогурт и яблоко, и, конечно же, вода. В Касабланке в школе у детей каникулы 5 раз в году. Я когда узнала, просто 5 раз. Мне такое счастье в детстве снилось только во сне. Хотя кого я обманываю? Мне такое счастье даже не снилось. 5 раз, представляете, когда они учатся? Воспитывают детей достаточно лояльно. Ни тебе школьной обязательной формы, ни наказаний за прогулы или опоздание. Наказаний нет, но с каждым учеником мы ведем разговоры, если он опаздывает или плохо себя ведет. За всю историю нашего учреждения не было ни одного ученика, которого бы исключили из школы. Формально оставить ребенка на 2-й год можно, но для этого нужно собрать сначала комиссию на уровне района, потом на уровне города. В общем, вы поняли, что легче его перевести в следующий класс. Зарплата учителей за их труд в среднем от 4300 до 16 тысяч дирхамов. До сих пор не понимаю, на что хватает этих денег. Пенсия в Марокко небольшая, в среднем 6 тысяч дирхамов, потому что пенсионеров содержат дети, а они, в свою очередь, помогают воспитывать внуков. На широкую ногу жить не хватает, но на базовые потребности достаточно. Иногда семья, конечно же, помогает. Давайте для начала посмотрим, в каких условиях живут тут пенсионеры. Здесь зал достаточно маленький, но место для гостей всегда найдется. Тут у меня столик с марокканскими вкусностями для гостей. Тенесрина – моя любимая племянница. Иногда она ночует у меня, и тут для нее комната. Пенсионерка Рабка Мкарем живет в 3-комнатной небольшой квартире со своей дочкой. Та пока не вышла замуж. Дочка моя правая рука, во всем мне помогает. Сын больше занят делами, работой, своей семьей, потому уделяет мне меньше внимания, но я не жалуюсь. Вот комната моей дочери. Мы с ней расписываем посуду, бутылки. Это я вот так развлекаюсь на пенсии, и мне никогда не скучно. У меня больше свободы и времени сейчас. Я занимаюсь собой, делаю все, что хочу, много гуляю, нянчусь со своими внуками, занимаемся ручной работой и творчеством. Мы стараемся все сохранять. Вот у меня тут стаканы, которым по 40 лет, а там на полках можно найти те, которым и по 60. Я все это передам своим детям и внукам. Кажется, что пенсионеры в Касабланке живут достаточно счастливо. Но все ли так радостно?
В своей жизни я, наверное, ни о чем не жалею. Разве что о том, что рано вышла замуж, не продолжила учебу, а потом появились дети, обязательства. Мало пожила для себя. Вот нагоняю сейчас. Всем молодым людям я хочу сказать, что надо учиться обязательно, много и хорошо, и быть амбициозным, и не отступать назад, и стараться чего-то в жизни добиться, чтобы в старости ни о чем не жалеть. Как же важно все делать вовремя. Учиться, влюбляться, строить карьеру, создавать семьи, рожать детей, не жертвуя чем-то ради другого. Ведь у каждого из нас есть в сутках 24 часа, за которые мы можем выбрать, изменить свою жизнь или нет, уйти или остаться, промолчать или сказать о своих чувствах. Каждый день есть 24 часа, чтобы жить на полную и счастливо. Но только вам решать, что с ними делать, чтобы потом ни о чем не жалеть. It's no use living if you're already dead. It's not worth saying if it's already said. Even if it all goes over your head, believe it if you want to. So keep your eyes on the road and your head in the stars. Follow it down the rabbit hole just a little while longer. You can change anything if you want to. Sing it like ooh, if you want to. Sing it like ooh, if you want to. Знаете, мне понравилась Касабланка. Понравилась именно своей загадочностью. Здесь вроде бы все открыто. Люди гостеприимные, официанты веселые, таксисты разговорчивые. Но стоит заглянуть глубже и сразу понимаешь, не все так просто. Здесь говорят о любви, но не о деньгах. Говорят о семье, но не о многоженстве. Нам покажут только верхушку айсберга, в которой они скажут: Касабланку люблю, я здесь родилась. Тут есть все, что нужно для жизни. Здесь настоящий микс из традиционности и современности. И люди отлично уживаются друг с другом. Касабланка – самый прекрасный город Марокко. Как моя вторая мама. Обожаю этот город. Касабланку люблю, потому что это моя родина. Касабланку люблю иногда чуть меньше, иногда чуть больше. Но я тут родился. Тут есть разные национальности, и чем больше разных людей мы встречаем, тем больше мы обогащаемся. и в этом, наверное, и есть особая магия Касабланки. Здесь жизнь похожа на арабские сказки, красивые и загадочные. Но это не наша сказка. Свою сказку мы пишем сами каждый день. Хотя иногда можно, конечно, заглядывать в сказки других.